13 июля было с утра. Можно сказать, что официально половина лета уже прошла. А помните, как в конце мая телеграм-каналы пестрели заголовками о неком летнем масштабном наступлении России? Ну и как? Где ваше летнее масштабное наступление? Ох, любит пресса давать такие громкие названия, всякие там летние, осенние, зимние кампании. Хотя в действительности ход войны этой весной не особо отличается от того, что мы видим сейчас, летом. Даже ситуация на юге Донецкой области не является какой-то экстраординарной. Такие вспышки и затухания отдельных участков были всегда. Ну да ладно, итоги лета мы еще подведем в сентябре. Если только не окажется, что начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов был прав в недавнем своем комментарии, и война вот прям очень скоро будет заморожена. Да, спасибо за такие теплые комментарии под прошлой сводкой, хотя я был удивлен тому, что некоторые из вас были удивлены. Ого, Руслан читает комментарии? Да, читаю. Ладно, давайте уже переходить к основной части сводки. В 1974 году состоялся знаменитый бой Мухаммеда Али против Джорджа Формана. Вы можете его найти на ютубе по названию «Rumble in the Jungle». Это один из важнейших и самых драматичных боев в истории бокса. Джордж Форман к тому моменту был чемпионом мира в тяжелом весе. У него не было ни одного поражения. А за 10 лет до этого чемпионом мира в той же категории стал Мухаммед Али. Но его лишили этого звания. Позже расскажу почему. Для Мухаммеда Али этот бой был очень важен. Это был его путь к возвращению звания чемпиона, которое его лишили. Но Джордж Форман – это очень серьезный противник. Он оказался непобедимым, сокрушал соперников буквально за пару раундов. Имел огромную ударную мощь и считался монстром, которого никто не мог остановить. Более того, он легко уничтожил двух других боксеров – Фрейзера и Нортона, которые еле-еле сдерживал в своих боях Мухаммед Али. На поединке с Форманом Мухаммед постоянно стоял зажатым у канатов, в то время как Джордж метелил его и справа, и слева, но Мухаммед стойко держал оборону. Если посмотреть запись того боя, то видно, как к 6-му раунду Форман уже постепенно устает. А в 8-м раунде Мухаммед понял, что у противника кончились силы, и тут же пошел в атаку, нокаутировав противника. Так был выигран этот исторический бой. А тактика, которую применил Мухаммед, получила название «rope a dope», что на русский можно грубо перевести примерно как «обман у канатов». Это стратегия пассивной защиты, при которой боксер намеренно не проявляет активности в атаке, принимает удары, прикрывшись в глухой защите, выматывает соперника, а затем, когда противник устает, резко переходит в контратаку и добивается преимущества. И пока вы скроллите экран вниз, проверяя «Вау, а на том ли YouTube-канале я сейчас нахожусь? А то я пришел послушать новости с войны, а тут Левиев вещает почему-то про бокс». Скажу, что да, вы на правильном YouTube-канале. Этот рассказ был к тому, что ситуация с фронтом в Сумской области не напоминает этот бой. Ах да, я же еще обещал вам рассказать, за что Мухаммеда Али лишили чемпионского звания в 1967 году. Он отказался идти по призыву в армию и отправляться на войну во Вьетнам, сказав, что у него нет никаких проблем с вьетконговцами. Его даже осудили за это на 5 лет, но он смог обжаловать приговор. Тем не менее, на протяжении 3 лет, пока он был в расцвете своей спортивной формы, его не допускали на ринг. Победив Джорджа Формана, своего самого опасного соперника за всю карьеру, Мухаммед вернул себе титул чемпиона, статус легенды и национальной гордости. Но вернемся к Сумской области. Текущее развитие событий действительно выглядит так, что ВСУ дождались, когда российские силы на этом направлении выдохнутся, и у них кончатся ресурсы. Украинские штурмовые подразделения резко перешли в контратаку. Сначала мы с вами увидели освобождение села Андреевка, а теперь вот даже Z-блогеры пишут, что есть угроза окружения российских морпехов в соседнем селе Кондратовка. Настолько успешно атакуют украинские подразделения. Пока что в подтверждение этого у нас есть только кадры нанесения ударов российской авиации по украинским позициям на севере Кондратовки. Также украинский обозреватель Константин Машевец пишет, что подразделения ВСУ продвигаются по направлению от Варачина в сторону Новониколаевки и якобы даже зашли в последнюю. Судя по информации различных исследователей, в боях на Сумском направлении участвуют практически все украинские штурмовые полки, что говорит о важности этого направления для военного руководства Украины. Наверняка многие подумают, что одна из главных причин, почему сейчас так хорошо пошло на Сумском направлении, это удар «Хаймерсом» по командному пункту в районе населенного пункта Коренево, Курской области, 2 июля. В том ударе погиб не только замглавкома ВМФ России Михаил Гудков, ставший первым в истории России дважды героем России, но и командир 155-й бригады морской пехоты полковник Сергей Ильин, а также начальник штаба бригады полковник Леонид Башкардин. После этого
некий телеграм-канал «Северный канал» написал, что после этого удара все управление группировки войск «Север» рухнуло. Ситуация на грани. Еще чуть-чуть и получим разложение бригады. А группировка войск «Север» и 155-я бригада морской пехоты как раз отвечает за Сумское направление тоже. Но ВСУ пошли в контратаку еще до этого удара, и Андреевка была освобождена еще за 2 недели до гибели упомянутых офицеров. А телеграм-канал «Северный канал» в действительности никакого отношения к группировке войск «Север» не имеет. Это довольно известный в аналитическом сообществе украинский проект, который занимается информационно-психологическими операциями. Они маскируются под официальный телеграм-канал группировки войск «Север», и поначалу можно даже не заметить подвоха. Они не пишут по методичке. В их постах часто можно найти реальное отражение ситуации и, возможно, даже какие-то эксклюзивы. Но когда надо, они расставляют нужные акценты и продвигают определенные нарративы. Как правило, это нарративы про то, что ситуация совсем ужас, скоро все развалится, все побегут и так далее. Настоящий телеграм-канал, близкий к группировке войск «Север», называется «Северный ветер». В Харьковской области, в районе села Меловое, про которое я рассказывал на прошлой сводке, ситуация вообще никак не изменилась. Никуда дальше российские войска продвинуться не смогли. Примерно как я и ожидал. Хотя вот уже упомянутый мною Константин Мшовец считает, что у российских военных давно есть план наступать на поселок Великий Бурлук с 2 направлений. Со стороны Мелового и со стороны Двуречного. И якобы смысл этой затеи в том, чтобы растянуть украинские резервы в этой операционной зоне по 3 отдельным участкам фронта. Сумская область, Харьковская область в районе Волчанска и Харьковская область в районе Великого Бурлука, Двуречной и Купинска. Я согласен с тем, что это действительно растягивает украинские ресурсы, но что-то я не очень представляю, чем России наступать в сторону Бурлука. Но разве что это план на очень долгую перспективу, например, до конца этого года. На Лиманском направлении российские подразделения продвинулись сразу на 2 участках местности – в районе Боровской Андреевки и в районе Зеленой долины. Самый большой по количеству изменений участок фронта – это опять юг Донецкой области. В начале недели российская авиация разбомбила автомобильный мост через реку Волча в селе Искра. Мост находится как раз на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Сделано это было, чтобы усложнить снабжение и ротацию для украинских войск. Помните, на прошлой неделе я комментировал публикацию о том, что украинским войскам в селе Мирное грозит окружение. Я тогда сказал, что это преувеличение, потому что окружению мешают 2 реки – Мокрые Елы и Тонкая. Скорее, украинским подразделениям в Мирном грозит удар с фланга, то есть либо с севера, либо с юга. Так оно в итоге и произошло. Российские военные атаковали со стороны Поддубного и на данный момент захватили большую часть села Мирное. Также они пошли и на север от Поддубного, захватив село Толстой и атакуя село Новохадское. И вот в селе Толстой мы опять увидели, почему танки все еще актуальны в этой войне. Есть видео от 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая на танке заехала в село и начала выстрелами уничтожать частные дома, в которых засели российские солдаты. Для подобных контратак танки по-прежнему актуальны. Да, FPV-дроны тоже способны разрушать небольшие частные домики. Но танк это делает намного быстрее и результативнее. А учитывая, что у российской пехоты свой танк, это прям редкий случай, представляете, какой моральный эффект это оказывает на штурмовиков. Да, вы можете вызвать по радиоэфиру помощь от своих операторов-беспилотников, но когда на вас прет огромный танк, а вы гол как сокол, то нервишки-то играют. Еще один похожий пример актуальности танков мы видели на этой неделе и в Харьковской области, недалеко от села Меловое. Там 3-я отдельная танковая бригада ВСУ проехалась вдоль лесопосадки и на пару с БТРом вела по ней плотный огонь. Беспилотниками так мощно пройтись по лесопосадке не получится. Результат такого огня можно увидеть в конце опубликованного 3-й танковой бригадой видео. Правда, на Ютубе такое показывать нельзя. С Днепропетровской областью, в частности селом Дачное, пока яснее не стало. После череды заявлений Минобороны России и пророссийских ресурсов о контроле над населенным пунктом, украинские морпехи попытались опровергнуть эти заявления. Но вышло как-то неубедительно, честно говоря. Они забежали на западные окраины села, быстренько повесили свой флаг и убежали. Так что я по-прежнему отношу село к серой зоне, поскольку и российская сторона пока не продемонстрировала каких-либо кадров объективного контроля. В прошлые выходные Генштаб ВСУ опубликовал фотографии учений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, воюющей на Покровском направлении. И вот самое интересное на этих фотографиях то, что мы на них видим боевую машину пехоты Брэдли.
И это впервые мы их видим на вооружении 25-й бригады. Единственная страна, которая могла их поставить, это, конечно же, Америка. Плюс, когда Трамп в первый раз замораживал военную помощь Украине в начале года, было известно, что в число замороженных поставок тогда вошла в том числе различная бронетехника. А именно пара-тройка сотен БМП «Брэдли» и бронетранспортеры М113. Видимо, как раз их и успели поставить Украине до недавней заморозки военной помощи. За прошлую неделю новые поставки вроде бы были слегка разморожены, скажем так. Почему я так странно изъясняюсь? Потому что пришли сообщения о разморозке поставок конкретно артиллерийских снарядов и ракет для «Хаймарса». Но ведь это далеко не весь список того, что было заморожено. Непонятно, что, например, с замороженными поставками ракет для комплекса «Патриот». О, кстати, про «Патриот». На позапрошлой сводке я рассказывал, что, отвечая на вопросы журналистов, Трамп пообещал найти для Украины дополнительные комплексы «Патриот». Я тогда предположил, что это будут не американские комплексы, а либо он отдаст израильский, который давно планировался к передаче, либо попросит кого-то из европейских союзников отдать Украине «Патриот». И вот на этой неделе он предложил Германии отдать один комплекс Украине. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что они готовы профинансировать покупку комплексов для Украины. И вот тут есть очень важная деталь. Когда речь про «отдать свой», это значит поставить в ближайшее время. А когда говорят профинансировать покупку, то, скорее всего, речь о заказе на производство. А это долго. И вот в конце уходящей недели пришла громкая новость от агентства Рейтер. Трамп принял решение впервые за свой новый президентский срок именно самостоятельно выделить именно новый пакет военной помощи Украине на сумму около $300 миллионов. Но это пока что новость основана только на источниках. На момент записи этой сводки не существует какого-нибудь публичного комментария официального американского лица, что Соединенные Штаты решили выделить новую военную помощь Украине. Так что я бы пока не спешил с выводами. Тем более, мы же не знаем, в рамках какого механизма эта помощь будет выделена. Мы-то с вами, когда слышим такую новость, думаем, ну это по PDA, то есть в рамках президентских полномочий о выделении военной помощи напрямую из запасов американской армии, то есть оперативной поставки. Но вдруг он завтра выйдет к прессе и скажет: да, Путин окончательно достал меня. Слухи о моем решении выделить военную помощь правдивы. Я объявляю, что мы продадим военную технику и боеприпасов на $300 миллионов европейским союзникам по НАТО. А дальше они уже пусть сами решают, что из этого они отдадут Украине. А что оставят себе для укрепления своей обороноспособности от агрессии Путина. Это тоже будет значимо, но все же не так же, как по PDA. Все же по PDA все происходит намного оперативнее. В любом случае, если действительно произойдет первое при Трампе выделение помощи, все равно это будет кардинальная смена позиции американской администрации. И даже если они объявят, что это разовая акция и придет она в форме продаж вооружений Европе, то все равно это задел на будущее. Второй раз принять подобное решение будет уже сильно проще. Мы знаем, что Трамп запланировал сделать важное объявление про Россию в понедельник. Но черт его знает, что в нем будет. Будет ли он говорить только о российской нефти или о вооружениях тоже. Ну и стоит не забывать про тако. Trump always chickens out. Трамп всегда сольется. Российские чиновники за эти дни с момента анонса заявления могли налить ему меда в уши, из-за чего он может решить: ну хорошо, вот прям последние 2 недели даю. И завтра сделать какое-нибудь абсолютно беззубое заявление. Кстати, Великобритания и Франция решили возобновить производство крылатых ракет Storm Shadow и Scalp G. Мы о необходимости этого твердили еще с 23 года. Но британцы на пару с французами решили, как тот котик из мема с часами: пора. Новая тактика воздушных ударов появилась у России. Российские войска начали массово бить шахедами по украинским ТЦК, то есть территориальным центрам комплектования. Это что-то типа наших военкоматов или единых пунктов призыва, как в Москве на Яблочково. Причем российское военное ведомство прямо признает такую практику. Таким образом, пытаются снизить украинский набор и быстрее истощить ВСУ. Проблема тут еще и в том, что адреса всех ТЦК публично известны, даже если они переезжают из-за атак. Потому что ты же не можешь сказать своим призывникам: приходи туда, не знаю куда. Все украинские ТЦК уничтожить невозможно, конечно. Но оказать какой-то эффект, наверное, да, могут. Тем более, что каждую неделю Россия бьет очередные рекорды по количеству одновременно запущенных шахедов. Неделю назад рекорд был
500+. А в эту среду запустили больше 740 беспилотников. Думаю, мы достаточно скоро увидим первый рекорд в более чем 1000 беспилотников, одновременно запущенных по Украине. Также уже некоторое время при воздушных атаках выбирают один город, и основная масса беспилотников летит туда, чтобы еще эффективнее перегрузить украинское ПВО. И хоть мы с вами в контексте противовоздушной обороны чаще всего вспоминаем Патриоты, к проблеме российских шахедов они практически никакого отношения не имеют. Патриоты нужны прежде всего для сбития баллистических ракет, а беспилотники сбивают другими средствами. И где достать необходимое количество этих самых средств, честно говоря, непонятно. И если центральную и западную Украину можно оборонять от беспилотников с помощью самолетов и вертолетов, то как быть, например, с Харьковом, совершенно неясно. Украинская авиация туда летать не может. Слишком велика угроза российского ПВО. Даже не знаю, может уже как по старинке аэростаты с заграждениями около Харькова ставить. При этом производство шахедов в Алабуге продолжает расширяться. Хотя, судя по обломкам сбитых шахедов, которые находят на месте атак, пока что производство беспилотников еле-еле успевает за этими рекордными атаками. С производства сразу в бой, в атаку. Я сказал, что в Харьков украинская авиация не может залетать, а вот кого не пугает угроза российского ПВО, так это пассажиров, летящих в Геленджик. Росавиация и Минтранс решили возобновить работу аэропорта в Геленджике, который был закрыт с февраля 2022 года. Да, я тоже не думаю, что украинские беспилотники однажды решат атаковать этот аэропорт. Но ведь главная угроза не в них, а в российских ПВОшниках. И вы спросите, а как можно спутать на радаре небольшой беспилотник типа «Лютого» с полноразмерным рейсовым самолетом? На что российские ПВОшники вам ответят – можно. Именно так они и спутали во время украинской атаки беспилотник с самолетом азербайджанских авиалиний в декабре прошлого года и сбили его. В результате чего погибло 38 человек. И международные последствия нам сейчас аукнулись в виде обострения отношений с Азербайджаном. Да и мало ли таких примеров в истории российского ПВО. Боинг малдивских авиалиний в июле 2014 года, которые спутали с украинским военно-транспортным самолетом. Ан-26 ВКС России, которые свои ПВОшники сбили под Воронежем в первый же день полномасштабного вторжения. Куча других военных вертолетов и самолетов, из-за чего всякие воеводы и файтербомберы постоянно горько шутят. Так что удачи. Тем более, что если вы посмотрите на карту, то всего в 25 километрах на северо-запад от Геленджика находится Новороссийск, который сейчас является главной базой Черноморского флота России. И поэтому он часто становится целью для атак. Поэтому может случиться ситуация, когда расчет экипажа какого-нибудь комплекса «Панцер» увидит на радаре подозрительную цель, летящую примерно в район Новороссийска на высоте 1,5 километров. Отзвонится вышестоящему командованию с вопросом «Что делать?». А там, как в той самой прослушке: «Огонь! Огонь, говорю!» Честно, не дай бог. Но я бы на месте ответственных служб аэропорт Геленджика не открывал. Потому что российские ПВОшники не извлекают уроки из своих предыдущих ошибок. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами через 7 дней. Пока.